Приветствую, друзья! Пришло время сделать еще один рывок вперед и поговорить уже не о среднем сегменте, а о флагманских наушниках, в роли которых сегодня выступает новая шестидрайверная чисто арматурная модель Sliva SLT6. Базируется она на низко- и среднечастотных излучателях от Sonion и небольшой пищалке от Nose. В корпусе, естественно, задействовано дерево, солидного качества кабель, 2 тумблера для тонкой настройки и звучание, так сказать, под стать своей цене. Оторваться от них, друзья, совершенно невозможно. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходит модель в абсолютно белой коробке с заводским графиком АЧХ на боковой части. В комплекте шла инструкция, плотный синий бокс с бархатной подложкой, щеточка для ухода за наушниками, пенки и 2 набора простеньких силиконовых амбушюр. Кабель на вид шикарный. Он толстый, витой, с L-образным сменным штекером и сопротивлением на каждый жил по 0,1 Ома. Менять такой точно не нужно. Чашечки сделаны из гипоаллергенной смолы с металлическим звуководом, отверстием для компенсации, серийным номером и 2 переключателями на задней части. Второй из них отвечает за низкие частоты, а первый за верхний край диапазона. Внешняя же сторона включает в себя натуральное дерево с как бы наплывшей на него темной вставкой. Смотрится это эффектно, сидят они удобно, да и тактильно просто высший класс. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас вальяжный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие около 0,8%, что с запасом укладывается в норму. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 или 9 дБ в зависимости от настройки, плавный переход на середину, аналогичное нижнему положению выделения области разборчивости, пик для имитации ушной раковины, еще один пошире на псевдодетализации и очень протяженные, с возможностью их немного подсветить, высокие частоты. То есть первый переключатель нам буквально на пару децибел поднимает верха, а второй делает то же самое, но с низкими частотами. При настройке, кстати, имейте в виду, что если на левом канале вы ставите 1,0, то на правом должно быть зеркально, то есть 0,1. Что сказать, это флагманский уровень, любые комментарии тут абсолютно излишни. На слух SLT6 дают смягченное, такое очень музыкальное звучание с превосходным масштабом, высочайшим уровнем прорисовки, отличной динамикой, передачей эмоционального состояния и, конечно же, вовлеченностью в материал. Причем масштаб выдержан прямо на грани. Еще бы чуть-чуть, и мы бы получили так называемый звук вокруг, как это было в Zigat Estrella. Но нет, у Sliva получилось совместить ту самую широчайшую сцену с достойным позиционированием инструментов в пространстве. При этом звучат они предельно сбалансированно и гармонично. На свой вкус можно слегка приподнять самый верх диапазона, тем самым добавив воздуха и привнеся так называемую искристость. По аналогии можно и немного подчеркнуть басы. И что особо радует, этот самый бас здесь довели до уровня серьезного динамика. То есть он глубокий, ударный, с неплохими текстурами и легкой такой упругостью. Ни в жизни не угадал бы в этом арматурный
излучатель, пусть и от такого гиганта, как Sonion. Это уже, друзья, где-то на грани искусства. Серединка, хотя и весьма протяженная в ширину, но певучая, подробная и с великолепной передачей пространства сцены в глубину. То есть слушать в них можно не только всякую вокальную и текстурно ориентированную музыку, но и довольно сложные академические произведения, мультиинструментальный джаз, все оркестровое, электронное, конечно, рок, хип-хоп и, естественно, разнообразный металл. Выразительность тут буквально зашкаливает все планы, как на ладони. У тембров есть глубина, вес, объем, насыщенность и та самая изысканность с утонченностью. Да, герой обзора больше ориентированы на макроуровень, но так оно и должно быть, чтобы за множеством нюансов не потерять целостность образов и всей аудиальной картины в целом. Причем микродинамика здесь просто сверхъестественно хороша, звучание чистое и прозрачное, а скорость разделения даже чуть выше, чем оно бывает в реальности. Естественно, собственным местом для каждого инструмента и глубочайшим погружением в материал. Настолько располагающие к себе наушники, друзья, до сих пор огромнейшая редкость. Вокал не выпирает и не утоплен в произведении, как у моделей подешевле, а гармонично вписывается в полотно, образуя с ним единое целое. Какого-то особого усиления наушникам не нужно, так что при необходимости их можно подключать даже к аналоговому выходу вашего смартфона, планшета или ноутбука. Для сравнения, под рукой есть из той же ценовой категории наушники Tengzo Neza, которые еще более сфокусированы, с куда менее ощутимым басом, усиленной резкостью, напором, аналогично сбалансированным и красивым звучанием, но, если честно, куда менее эффектные. Если хочется прямо вау-эффекта, то Sliva подарит вам его в гораздо большей степени, чем Tengzo. Есть в них что-то такое, от чего буквально забываешь дышать. Хотя, вообще говоря, оба решения просто шедевральные и стоят каждой потраченной на них копейки. Отдельно хочется упомянуть и про гениальную согласованность без ям и перепадов по характеру излучателей. Звучит все так, словно внутри работает один единственный супердрайвер. У звука есть присущая дорогим моделям бархатистость, тембральная насыщенность и то самое изящество, которое способны оценить лишь аудиогурманы и эзотерики от меломании. Очень круто получилось. Возможно, я бы подобрал к ним кабель полегче и заменил амбушюры на Tengzo или КБ-07. А так, друзья, это просто идеал. Очень рекомендую. Итогом наушники SLT6 от компании Sliva интересно выглядят, удобно сидят, великолепно согласованы по излучателям, с отличным кабелем в комплекте, почти отсутствующими искажениями и соответствующего уровня настройкой АЧХ. Но для тех, кому хочется чуть подчеркнуть бас или высокочастотные шлейфы, продумано два механических переключателя на задней части. Звучит модель масштабно, выразительно, с реалистично переданными образами, высоким разрешением, глубиной, насыщенностью и, конечно, вовлеченностью в материал. Это действительно красиво, предельно естественно и изысканно в отношении тембров. С экспрессией, эмоциями, корректно переданной сценой и просто потрясающей артикуляцией. А что они сделали с басом, это вообще отдельный вид искусства. Пожалуй, это наиболее эффектные наушники, что я только слушал за последние 1,5 года. Невероятно музыкально, забористо и по-студийному гармонично. Просто высший класс. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель Sliva SLT6. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые нужно подписаться. Всем, друзья, добра!